Друзья, с вами снова Андрей, и я рад приветствовать вас на канале Русториес. И мы продолжаем изучать русский язык по коротким рассказам. Сегодня я прочитаю вам впечатление русского гида о японских туристах. Итак, поехали. До закрытия границ я 10 лет работал гидом с японскими туристами. В Японии тоже был много раз. По работе и не только. Я часто пересекался с японцами, которые свободно говорили на русском языке. И что я хочу сказать? Такие японцы отличаются от типичных представителей своей нации. Не могу сказать, с чем конкретно связаны изменения. Возможно, они отличаются потому, что русский язык в Японии обычно начинают учить японцы, фанаты СССР и России. Это такие товарищи, которые на японском языке начитались Достоевского, Толстого, кто-то даже Солженицына читает, а потом решили, что им надо изучить это все в оригинале. Мне кажется, что японцы, кто свободно говорит на русском, отличаются тремя вещами. Первое. Хорошо шутят, знают анекдоты. Японцы, особенно в возрасте, знают наши анекдоты. Они их еще умудряются переделывать на японский лад, но так, что смешно и нашим, и вашим, как говорится. Работал с японцем, который во время фотографирования говорил: «Скажите сосиска». Все хихикали, потому что от японца не ожидаешь такого услышать. Другие японцы обычно шутят каламбурами, переделывают японские слова, сочиняют предложения с омонимами. Хотя японский юмор близок к нашему. Один турист однажды пошутил: «Вы сейчас, Андрей-сан, заведете меня в неизвестное место и оставите, ведь я вашу работу уже оплатил». Второе. Умеют распознавать сарказм. Японцы не понимают сарказм вообще. Они не считывают интонацию. Можно прям подряд говорить саркастические шутки, японцы примут их за чистую монету. Один японский студент на русском спросил: «Мне можно в туалет?» На что я саркастически решил пошутить: «Нет, нет, тебе туда категорически нельзя». Шутка не удалась, потому что в ответ японец испуганно спросил: «А почему?» Этот же японец через год жизни в России подобные саркастические шутки пулял как из пулемета. Если японец понимает сарказм, значит, он жил в России хотя бы полгода. Третье. Делают на авось. Обычный японец все миллион раз распланирует, проверит, изучит. Да еще и за полгода начнет все обдумывать. Вообще, для японского менталитета типично долго принимать решения, чтобы все было правильно и выверено.
И только японцы с русским языком такие: и так пойдет, авось прокатит. Я такого больше ни с какими японцами не видел. Правда. Друзья, вот такие впечатления у нашего сегодняшнего героя. Я лично никогда не общался с японцами, говорящими по-русски. Поэтому мне сложно сказать, насколько справедлив наш сегодняшний рассказ. Как всегда, буду рад вашим комментариям, лайкам. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока!